Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами «Счастье есть». И я Андрей, за кадром Олеся. Привет, привет. А готовить я сегодня буду очередной рецепт из грузинской кухни. Холодную закусочку из баклажанов. Баклажанные рулетики. Называется это по-грузински бадриджани. Бадриджани, не забудьте, бадриджани. Я уже готовил гибджалию, если вы помните. Холодная закусочка из сыра с мятным соусом. Прелестная вещь, с мятной аджикой. Вот можете в описании посмотреть, здесь перейти по кнопочке, как я готовил гибджали. Значит, что нам понадобится для нашего блюда? В первую очередь баклажаны. Значит, начинка. Основная традиционная начинка, которая мне нравится больше всего, это из грецких орехов. Грецкие орехи выбирайте, пожалуйста, светлые, они менее дают горчинку, и старайтесь их перебрать. В частности, я покупал эти орехи на рынке, я их промыл в холодной воде, промыл, просушил, отделил от ненужных фракций. Вот такие вот хорошие орешки получились. Начинка творожная будет у меня во втором типе баклажанчиков, рулетиков. Я буду использовать американский сыр, очень мне нравится. Ну и как приготовить начинку, я расскажу позже. Следующие ингредиенты. Очень использовать чудесные приправы. Основная приправа это усхасунели. Сумах, один из моих любимых приправ. Паприка, обычная паприка, черный перец, соль, шафран. Зелень. Пригодится нам для начинки и для украшения. Я взял пучок мяты, пучок кинзы, пучок базилика зеленого, чеснок. 3-4 зубчика будем смотреть по мере готовности. Конечно же лук, репчатый лук. Ну, в общем, пока все. Видимо, мне придется добавить еще немножечко кипяченой водички, охлажденной, если консистенция начинки будет слишком сухая. Но об этом мы посмотрим позже. Значит так, баклажаны. Отрезаете кромочку, боковиночку, вот так вот, да. Значит, нарезаете слайсами не тоньше 0,8, может быть, так на глазок, 1 сантиметра. При термической обработке они будут у вас усыхать. Усыхать, становятся более тонкими. Нам нужен такой размер слайса, чтобы после термической обработки мы могли завернуть в него начинку. Ну что же, и значит, вот остаточек тоже можете вот так вот, даже так проще, срезать боковушечку, боковинку, вот таким вот образом. Значит, отрезаем верхушечку, отрезаем попочку, выбираем, как у нас будут выглядеть слайсы. Исходя из этого, обрезаем боковушечку, так, и нарезаем, как я уже сказал, не торопимся, не торопимся. Так, приступаем к следующей фазе приготовления баклажанов. Доска нам уже не нужна. Сделаю я все по-простому. Постараюсь сделать быстренько. Смотрите, я не буду замачивать баклажаны в соленой воде. Вы меня спросите, почему, Андрей, ты не будешь этого делать? Ведь же большинство кухонь, которые показывают приготовление бадриджани, замачивают их в соленой воде. Да, они это делают. Я пробовал. Мне не понравилось. Я сделаю традиционным грузинским способом. Так, смотрите, я просто солю их сверху. Просто солю, не замачиваю, солю. Для чего я это делаю? Соль вытянет из баклажанов лишнюю влагу, придаст им эластичность и уберет излишнюю горечь. Так, посолили. За кадром я приготовлю следующую часть. И оставим вот в таком вот виде где-то минут на 15-20-30. Баклажаны начнут плакать, выделять капельки. Это будет выходить излишняя жидкость. Пока все. Так, ну вот, друзья мои, прошло минут 15-20. Я просто уже тороплюсь. Посмотрите, как выделяется на баклажанах сок. Соль способствует вытягиванию лишней влаги из баклажанов.
и убирает горчинку. Ну что же, ладно, приступим дальше. Дальше я беру бумажное полотенце и буду промакивать вот эти вот дольки. Пока у меня впитывается влага, давайте-ка я включу духовку. Обжаривать я их буду, наверное, при 200 градусах. Я буду на противне смазывать каждый лепесток растительным маслом. Добавлю в растительное масло паприки. Вот так вот. Вот так вот. Это перемешаю. Может быть, еще добавлю. Тоже. Все хорошенечко у нас впиталось. Так, теперь выкладываем баклажаны на противень, на пергаментную бумагу. Так. Еще раз растительное масло с паприкой. Так, смазываем сначала с одной стороны. Так, теперь переворачиваем. И также смазываем с другой стороны. Духовка у нас уже греется. Так, друзья мои, вот так вот я обмазал с двух сторон. Теперь все это погружаю в разогретую духовочку. Еще раз я напоминаю вам, обязательно следите за тем, как они поджариваются. Делаем начинку. Значит, начинаем, как обычно, с длительного процесса. Я порежу лук и обжарю его. Здесь форма лука не имеет значения. Режьте как хотите, потому что после обжарки мы его еще мельче покрошим. Он пойдет в начинку, практически порубленный напрочь. Так, я порезал лук. Смотрите, было две больших головки, а половинку я оставил. Я посчитал, что полторы головки лука будет вполне достаточно. Теперь я выкладываю его на разогретую сковороду и буду перемешивать, следить за обжаркой. Сильно не жарим, а жарим до золотистой корочки, постоянно перемешивая. Пока обжаривается лук, я приготовлю очередной ингредиент для начинки. Это у меня будет кинза. Кинзочку тоже будем молоть, поэтому нарезать ее можно не так мелко. Ну вот так вот. Так, лучок, я считаю, достаточно прожарился. И пока я его сниму вместе с паслицей. Так, пока у нас жарятся баклажаны, пока остывает лучок, я буду готовить параллельно вторую начинку. Для первой начинки у нас еще лук не остыл, для ореховой. Поэтому кинзочку мы уберем в сторону. Значит, приступим к приготовлению начинки. Второй вариант. Буду использовать базилик. Прелестно. Зеленый базилик хочу использовать. Вот так вот, считаю. Ты не будешь отделять листики отдельно? Я хочу перемолоть это все и добавить туда. Так, значит, этот базилик я буду перемалывать блендером, поэтому не заморачиваюсь, а просто нарезаю на удобоваримые листочки. Так, погружаю базилик в блендер. Я взял еще вот один такой зубчик чеснока, пойдет в эту начинку. Тоже делаю его кубиками, все это размельчится. Угу. Будет достаточно. Сюда же в блендер. Обязательно сумах.
обязательно для этой начинки где-то пол чайной ложечки сумаха. Добавлю уцхасунели, тоже где-то пол чайной ложечки. Ароматные такие специи. Так как у нас даже еще чуть-чуть, это ароматные специи, добавлю шафрана. Чуть-чуть. 1/3, наверное. 1/3. Интенсивная приправа. Так, чеснок положил, листья положил. Теперь все это дело я перемешаю. Прекрасно, прекрасно. Чуть посолим. Чуть-чуть посолим. Много не надо солить. Американский сыр мало соленый, но все же имеет соль. Немножечко сырок размельчу. Разомну начинку пальчиками. Добавлю нарубленную зелень с чесночком и с приправами. И все вот это вот я перемешаю. Все. Отложим эту начинку в сторону и займемся баклажанами. Так что же, друзья, вот так у нас подрумянилось. Быстренько переворачиваем. Вот так вот. Это у нас готово. Я выложил на тарелочку готовые баклажаны. Пока они подостынут, мы продолжаем делать начинку. Так, лучок у нас остыл. Орехи, кинза, приправы. Значит, загружаем орешки в блендер. Давайте положим тогда половину зелени, кинзочки, половину лучку, даже треть где-то, наверное, да. Сейчас. И приправы. Давайте на такой объем я положу побольше уцхасунели, где-то, наверное, чайную ложку уцхасунели. Так, сумах, мой любимый, приправа, половинку. Половинку. Нет, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Вот так вот. Шафрана. Наверное, половинку тоже. Чуть-чуть паприки. Соли. Пол чайной ложечки достаточно. Даже можно чуть меньше. Чесночку. Так, чесночку надо было предварительно порубить. Давайте-ка я упрощу работу блендеру. Ничего, все потом перемешаем. Так, ну вот все. Теперь это нужно измельчить. Баклажанчики подостыли, можно уже работать руками. Начинки я приготовил, две, попробовал их. При приготовлении начинок вы всегда ориентируйтесь на свой вкус. Насколько она сдобрена специями, насколько соленая, либо не соленая. Всегда пробуйте на вкус. Ну что ж, приступим. Выбираем более-менее симпатичную сторону баклажанчика. В данном случае вот эту вот кладем ее вниз. Опять же, оговорюсь, существует два способа закрутки баклажанов. Мне нравится один, какой я скажу чуть позже. Смотрите, значит, традиционный способ, который мне нравится, которым я пользуюсь
закрутка начинки всем баклажанчикам. Так, положили сюда и начинаем скручивать. Вот так вот. Вот так вот. Вот. Здесь у нас видна начинка. Укладываем пока на тарелочку. Так, смотрите, второй способ. Второй способ — это у нас размазывание начинки по всей поверхности баклажана, так более-менее равномерно. Не толсто и не тонко. Это второй способ. Но, мне кажется, менее эстетичным. И вот таким вот образом заворачиваем. Вот так вот. Не торопимся. Не торопимся. Вот. Видите, что получается с торца вот такое вот распределение. Смотрите сами, как вам будет удобнее. А я же продолжаю заворачивать своим традиционным способом. Начинаю с более узкого конца. Вот так вот. Вот такая прелесть выходит. Вот, друзья мои, получилось такое чудо. Вот такая вот холодная закусочка. Это моя уже вторая холодная закусочка из грузинской кухни. Первая была гибжали, если вы помните. И вот это вот бадриджани. Это рулетики с островатой и очень вкусной начинкой. Теперь я сделаю порционное блюдо и постараюсь украсить. Так как мне нравится больше ореховая начинка, я положу их побольше. Положу через одного. Через один рулетик вот так вот выложу. Рулетик, смотрите, вот такой цвет. Рулетик такой цвет. Я чуть-чуть полил его нашрабом. Нашраб — это гранатовый. Вот так вот. Гранатовый соус. Это очень вкусно. И в довершение украшу листиками мяты. Так. Вот так вот, наверное. Вот так вот. Красиво? Да. Чудесно. Вот так вот. Вот так вот можно подавать на стол порционное блюдо. Но, как правило, вот эта вот тарелка стоит на столе, она вся съедается. Так, ну что же, вот такая вот прелесть. Такая вот прелесть у меня получилась. Пробуйте, друзья мои. Готовьте с нами, готовьте без нас. Живите в удовольствии, ешьте с аппетитом. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, включать уведомления. Будет еще много чего интересного. А пока я с вами прощаюсь. С вами был я, Андрей, за кадром Олеся. Пока-пока. На канале «Счастье есть». Готовьте с удовольствием, ешьте с аппетитом. Всем хорошего настроения. Пока.